Здравствуйте, мои дорогие. По поводу глупости. И как бы вам не глупеть, а наоборот умнеть. Да? И как бы многим вашим в окружении, в вашем ближайшем, как бы не глупеть, а наоборот умнеть. Как ни странно, глупость обескураживает. Работодатели обескураживают, руководители, обескураживает правительство наше, глупость людей. Обескураживает учителей. Но уже учителя, честно говоря, находятся уже вообще в апатии по поводу глупости. Глупость это какая-то, типа глупый ученик и бог с ним. Но единственная причина глупости это непонятые слова. Это слова, которые человек как бы встретил или встречает постоянно, и они у него где-то легли там куда-то в разум, а значения он их не знает до сих пор. Ведь что такое общение? Общение это передача идеи, да? То есть, когда вы говорите ребенку, пойди выбрось мусор, вы передаете ему идею. Идея состоит в том, что человек идет, уходит с пакетом мусорным, а возвращается без мусорного пакета. Идея в том, чтобы в доме это все уже перестало находиться. Но для того, чтобы передать это сообщение, вы используете слова. Да? Например, вы могли бы сообщение передать просто там. Например, приветствие передается, просто помахали рукой другому человеку. Это приветствие, человек понимает, даже слов не надо. Там он понимает, о чем речь. Вот. Но если, допустим, человек не знакомый с такой системой знаков, да, он может не понять, о чем речь. То есть здесь у него как бы незнакомое, как жест ему был непонятен. Вот, даже жесты могут быть непонятны. Но в основном мы используем для передачи сообщений слова. И сейчас так много на нас сыпется слов отовсюду. Просто у нас такой поток информационный, что мы не успеваем, конечно, прояснить и разобраться. И это, кстати, используется, например, чтобы нас запутать. Например, рекламисты используют непонятые слова, чтобы создать, чтобы в гипнотическое состояние вас ввести. Вам просто говорятся непонятые слова там какие-то, что какие-то технические термины, может быть, да, и все. И вы начинаете верить и считать, что это наука, что это ученые доказали, что это еще что-то там, да. Вот. Это используется, чтобы ввести в замешательство, используется в рекламе. Это используется всякими умниками, там, типа политическими обозревателями, медиками, учеными, там, какими-то псевдоучеными, какими-то представителями ученого мира. Вот. И это все сыпется на вас, какие-то умные слова. А вы не успеваете с ними разобраться, вы не знаете, что это такое, вы не можете их прояснить. Вот. Но если вы начнете прояснять слова, читайте книжку, читайте какую-то статью, начинайте прояснять слова, и, о чудо, вы начнете лучше понимать и статью, и то, что написано, и сам мир вокруг. И вообще прояснение слов приведет к тому, что вам будет мир открываться все время. То есть какие-то предметы школьные даже, которые вы там вас мелькали, и вы о них уже и знать не хотите их, и дело с ним не хотите иметь, только лишь потому, что там есть одно или два каких-то слов, которые просто весь предмет от вас закрывают. И просто заставляют вас отгородиться полностью от этой темы, от этой области. Да? Если там, обычно, допустим, если там говоришь слово там, физика девушкам, все у них просто это для них просто непонятая хрень. Дефиниция физики непонятая хрень какая-то, которая там как-то всплыла, да. Ну а так-то физика что такое? Физика это наука о том, как устроено здесь все, физическая вселенная. Как именно на физическом уровне, на уровне взаимодействия нас с частицами этой вселенной. Что будет с нами, если там наедет на ногу колесо автомобиля? Что будет, если КАМАЗ врежется в легковушку? Что будет, если надуть гелием шарик? Это все физика. Да? Физика просто вокруг нас всегда. То есть мы всю эту физическую вселенную, то есть то, что есть, то, что мы ощущаем, то, что можем пощупать, потрогать, увидеть. А вот все
физика посвящена тому, что описывает, как эта вся штука, вся эта вселенная, как она работает, как она между собой взаимодействует. Вот это и физика и есть. Мы все здесь физикой заняты с самого рождения. Мы встали, пытаемся научиться ходить и падаем, да, потому что мы пытаемся осознать, понять, как работает эта штука, сила тяжести, да, как оно все устроено. Мы физикой занимаемся, мы, собственно говоря, в этот момент исследователи. Вот, и постоянно так везде. Поэтому физика это довольно простая вещь, как ни странно. Но она там обросла какими-то более точными формулировками, более точными законами, более точными формулами. Ну что ж, с этим можно разобраться. Поэтому я просто призываю вас по возможности прояснять слова, если какие-то слова вы чувствуете, что вы их не понимаете. Это могут быть очень простые слова, которые вы используете каждый день. Вот каждый день. Не знаю. Слово политика вы слышите сейчас по 10 раз на дню. Политика. Что такое политика? Политика – это соревновательность людей и групп в борьбе за власть. Все. Вот это все определение политики. Все, что происходит вот здесь в том, чтобы получить полную власть, часть власти, кусочек власти, поделиться властью, договориться о том, какой частью там мы будем властвовать, какой будешь ты властвовать. Вот. И все это, ну, в принципе, это группы. Хотя обычно это мы видим часто персон, но всегда за персоной стоит группа. Поэтому, в принципе, это борьба групп каких-то, группировок за власть. Это и есть политика. Все. Видите, как все стало становиться сразу на свои места. И вся эта шушера, которая там мелькает, все слова, вы теперь можете понять, что эти слова только ради одного. Ради того, что одни люди хотят продолжать быть у власти, а другие люди хотят, наоборот, эту власть заполучить. Все. Вот видите, как все просто. Но даже в словаре слово политика будет объяснено довольно сложно. Поэтому я на каждой своей работе на самом деле всегда составляю словарь, и те публикации, которые у меня есть уже, вот там у меня есть там по найму подборочка, да, по краткий курс руководителя, а потом мы работали, у нас проект был хороший в проектной организации, проектной организации, вот, там словарик был терминов в проектировании, в строительстве хороший. Везде сделайте словарики и глоссарии, чтобы люди, которые читают, могли, разобраться и прочесть быстренько, о чем речь. Вот, и тут же пролистать и найти это слово в словаре или в глоссарии. Сейчас я, кстати, составляю глоссарий к книге Залманова. Есть такой прекрасный человек, был такой прекрасный человек с русскими корнями, вот, русскоговорящий, но работал он с ним во Франции, даже книгу написал на французском. Называется «Тайная мудрость человеческого тела». Прекраснейшая книжка, только она, видимо, написана была для врачей, потому что она изобилует терминами. И я взял на себя труд сделать глоссарий к этой книге. Кстати, эта книга практически единственная в моем поле зрения, в которой вообще тема капилляров освещена хорошо. Хотя человек говорит о том, что это важно, что это прям вот важно-важно. Он практик большой, он как бы, у него были голосовая терапия, которая использовалась, которая там в реабилитационных центрах этих применялась, там грудные обертывания, там еще что-то, скипидарные ванны, в общем, своя есть технология, как оживлять эти капилляры, восстанавливать, приводить тело в такое состояние, чтобы оно снова жило и работало. Александр Залманов. И поскольку там терминов очень много, я стал составлять глоссарий. На данный момент я уже, в общем, 800 терминов уже написал в глоссарии. И я буду писать дальше. Вот, и когда, значит, этот глоссарий будет готов, я его озвучу, да, потому что вы тогда сможете прочесть эту замечательную книгу, все время справляясь, и все время, значит, уточняя термины вот в моем глоссарии, который готовится. Ну вот как-то так. Поэтому не оставайтесь глупыми, умнейте. Это проще, чем вам кажется. Это очень просто. Тем более интернет вам в помощь. Сейчас можно, в принципе, найти дефиниции, то есть определения
многих-многих слов. И это одна из причин, по которой я не использую в своих видео специальной терминологии, специальных слов. Я стараюсь все объяснить простыми словами. Я мог бы использовать сложные термины и выглядел бы тогда умным, да, то есть, что я вот тоже такой как бы ученый там или что там, как эти все люди любят. Я так не делаю. Я хочу, чтобы вы понимали то, о чем я вам рассказываю. И поэтому всех вам благ, лучшего понимания жизни и всего, что вокруг вас происходит. С вами был Анучин Олег. Подписываемся, не забываем ставить лайки. Пока-пока, до новых встреч.